Всем привет, друзья! Мира вам и вашему миру. И мы погадаем на судьбу по вариантам. Сегодня я подготовил для вас 3 коротких расклада, тайм-коды на которые вы найдете в описании. По традиции мы начнем с вашей ситуации, чтобы вы понимали, ваш этот расклад или нет. Будет работать 3 колоды. Таро Ленорман, Таро Ведьма каждый день и ванильная колода Таро Евы. Все 3 расклада будут транслироваться в контексте позитивных даров, которые откроются вам в ближайшее время. Ну, вот таким вот образом. То есть, сегодня позитивный расклад больше с долей оптимизма, да, давайте так скажем. Если вам тяжело выбрать колоду, да, по рубашке, или вы не знаете этих колод, я вам могу положить карты-сигнификаторы, которые вы можете выбрать с того же оракула Ленорман. Смотрите, я вам дам подсказки, да, для кого больше подходит каждый из раскладов. То есть первый расклад у нас, ключом к раскладу есть якорь. Якорь — это символ надежности, стабильности, остановки или при остановке каких-то событий, возможно, паузы в какой-то ситуации, возможно, стремление к стабилизации ситуации, возможно, стремление, наоборот, отчалить от каких-то берегов. Поэтому смотрите, если у вас ситуация связана с мужчиной, с сдвигом с мертвой точки или стабилизации какой-то нестабильной ситуации. Давайте так скажем, все-таки это больше стабилизация, да, какой-то стабилизатор, если вам нужен. Или наоборот, оторваться от мертвой точки. Вторая карта — король бубновый или рыбы. Смотрите, есть король бубновый — это с одной стороны стабильный мужчина, да, такой надежный, понятный. С другой стороны, может быть ненадежный, непонятный, да, так зеркалем, да, всегда карта зеркалить может. Ну и какие-то предчувствия, возможно, по рыбам идут родственники обычно, может быть, у вас дела с родственниками, может быть, какая-то нестабильность с родственниками, или вам хочется стабильности, да, с вашими родственниками, ну, например, с любимым мужчиной. Или у мужчины нет какой-то стабильности, как минимум с женщиной, с родственниками, ну и, возможно, в личной жизни ему хочется что-то изменить, так тоже может работать. Ну и третий вариант – это письмо, да, это всегда коммуникация, общение, личные дела, то есть вы, возможно, хотите что-то наладить, какие-то непонятки в личных делах, нет стабильности в личных делах, да, вот так вот можно смотреть. Ну и, возможно, вы вошли в отношения, да, и хотите прояснить, как пойдет дальше дела, да, и как будет развиваться там переписка, которая началась, или новое знакомство, или вы там один раз побывали на встрече, или, возможно, у вас какие-то нюансы с документацией, да, могут проявляться. Что там, посмотрим. Ну что ж, уверен, что вы для себя хотя бы визуально закрепили для себя сигнификатор, да, который будет работать с вами. Или будет темой. Ну так, давайте посмотрим, что тут за якорь, да? Что за дела вокруг этого якоря. Смотрим сперва ситуацию, что у вас происходит. А я вас по традиции попрошу нажать на лайк или дизлайк, куда вы сможете попасть. Ну и подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. Также не забудьте оставить комментарий. Смотрите, у вас ситуация на здесь и сейчас, вы реально не можете понять, что вам делать, как дальше быть, не можете решить какую-то задачу, сомневаетесь в чем-то. Не видите выхода из сложной тупиковой какой-то ситуации, и что-то принять вам достаточно тяжело. То есть осознать что-то возможно, да. Как минимум по кресту у вас какая-то сложная или кармическая ситуация, да, или судьбоносная ситуация, да, в судьбе что-то вот нужно решить, какую-то сложную задачку, да. Далее, и эта сложная ситуация действительно связана с судьбой, сразу десятка, колесо фортуны, да, образно говоря, вы решаете судьбоносные вопросы, и от результата очень много зависит, то есть вы как минимум, ну, хотите достичь какого-то результата, стремитесь достичь какого-то результата, да. Кстати, могу сказать, что результат у вас достигается достаточно сложно, да, то есть не просто вам достичь этого результата, и вас как бы, может быть, преследуют или окружают какие-то опасности, это коса.
Да, все-таки, то есть, ну, немножко боитесь этого результата достичь, да, и, может быть, страшитесь, да, вот, например, страшитесь осуществить переезд, ведь якорь — это сняться с якоря, да, то есть, или наоборот, страшитесь, что будет какая-то нестабильность, вы, ну, какие-то, может быть, инвестиции планируете, а результат под большим вопросом, вы в этом сомневаетесь, потому что ситуация нестабильна, да, как минимум. Ну, давайте смотрите еще, что происходит здесь. Ну и да, действительно, вы стоите на перепутье, здесь 8 жезлов, вас подгоняет немножко, ну, вам нужно срочно принимать решение, там, направо или налево, еду в Израиль, не еду в Израиль, или еду в Соединенные Штаты, не еду, да, уйти или остаться, да, переехать или пока подождать, якорь, да, вот такое вот. Здесь вот такие какие-то качельки у вас, как минимум с результатом вашего какого-то мероприятия. Давайте вот сейчас у меня почему-то идет подсказка. Давайте, у вас есть как минимум 3 пути, 3 варианта. Вот сейчас выберите или цифру 1, 2, 3, или сконцентрируйтесь. Вот смотрите, вы стоите вот где-то вот здесь, вот вы шли по вот этому пути, да? И у вас 3 варианта. Пойти направо, пойти налево или пойти прямо. Вот представьте себе, что налево это один вариант, направо второй вариант, а прямо это третий вариант. Да? Вы идете со стороны вот этих камней. Вот здесь, где препятствия, где вот эти вот красные цветы, ну пусть будут маки, да. Вы идете по дороге маки, да, и есть перекресток направо, налево и прямо. Вот давайте посмотрим, куда лучше всего, по какому варианту пойти. Ну, представьте себе, что у вас есть там 3 мужчин, 3 женщин, 3 варианта бизнеса, 3 страны, да, или 3 ваших каких-то желания, да, какое быстрее исполнится. Вариант номер 1 – это лево, это левая дорога, это прямая дорога и это дорога направо, через мостик. Давайте так, вот это через мостик, это прямо к дереву, вот это прямо к дереву. Ну вот это налево куда-то, не знаю, ну куда-то влево, да. Куда-нибудь влево. Влево, кстати, когда мы идем налево, это нестандартный ход. Направо это разумный ход, да, через мост. Ну а прямо к дереву это, возможно, ничего не менять, да, так тоже может быть. Дерево это и прямой как дерево, да, то есть отключаем мозг, не думаем и идем ровненько, да, как-то так. Ну что ж, давайте посмотрим, что подскажет вам креативный ход. Смотрите, креативный ход ведет вас, или поход налево ведет вас к решению вопроса с браком или с союзом. Налево пойдешь, жениха-невесту найдешь. Ну, возможно, старую невесту и жениха потеряешь, кстати. Потому что налево это очень неплохая карта, она дает тебе свободу, выбор, ну и возможные какие-то отношения. Неплохой вариант, как я бы его, в принципе, выбрал бы, да, сразу же, возможно. Но у нас еще есть 2 подсказки, пойдемте к дереву сходим. К дереву это долгий путь, достаточно долгий путь, но он тоже хороший. Он тоже хороший, и он в конечном итоге приведет вас к вашей мечте, заветной мечте. Для мужчин это хороший путь, если он ищет женщину, потому что слева хорошая карта. Ну и для женщин тоже, но это в принципе долгий путь. А вам нужно как бы поторопиться, как минимум принять решение. Ну и давайте посмотрим. Если пойдете через мост, тогда что? Надежный ли этот мост? Ну, смотрите, если через мост пойдете, вы долго будете идти один, самостоятельно. Смотрите, сперва идут влюбленные, потом идет звезда, а потом идет отшельник. То есть, смотрите, если вы пойдете по мосту, вы пойдете самостоятельно, одиноко, но все 3 дороги здесь, они правильны, они истинны. Вы можете выбирать любой путь здесь. Единственное, что окрас, дорога налево, влево, поворот, это дорога любви. И там вы будете решать отношения. Это хороший путь, это хорошая карта. Прямо вы будете идти к своей мечте, но долго. Но дойдете. А влево, вправо, через мост, это, как бы, знаете, это путь человека, который будет, скорее всего, очень долго, очень достаточно долго одинок. Если вы к нему готовы, это самый мудрый путь. Поэтому с точки зрения мечты идите прямо, карты подсказывают. С точки зрения красоты идите прямо. С точки зрения любви идите влево, а с точки зрения мудрости и здоровья идите вправо. Мудрость, здоровье.
Все три пути, ну, как говорится, да, все дороги ведут в никуда. Но у одной дороги есть сердце, а у другой дороги сердца нет. И если ваш путь выбран сердцем, то тогда вы будете счастливы каждый миг, идя по этому пути. С сердцем здесь путь влево. С сердцем здесь путь прямо. Ну и путь мудрости, сердце, которое созрело, путь вправо. Ну вот так, и они все с сердцем, да, потому что, как минимум, звезда — это холодное сердце, но это красивое сердце, да, и это сердце, которое умеет мечтать, наблюдать и видеть вперед, смотреть вперед, не бояться идти к перспективе. Поэтому здесь вам повезет по любому направлению, связанным с любовью, с отношениями, с здоровьем и достижением своей цели. Давайте посмотрим, как скоро вы достигнете, точнее, чего вы достигнете, не как скоро я сказал, да. Вот здесь более-менее быстро, вот здесь более-менее долго и самостоятельно, а здесь очень долго. А теперь давайте посмотрим, чего все-таки вы достигнете, повернув в каждую свою сторону. Итак, первый путь — это путь денег, имущества и богатства. Поэтому, повернув налево, ну, как минимум, возможно, вы найдете свою любовь, возможно, не бедную любовь, ну и как минимум вы не будете бедны. То есть вы станете богаче, но богаче вы будете от слова богатство, а не от слова Бог. Поэтому вы идете к богатству и к отношениям. Ну, пусть и сбудется. Если вы выбрали этот вариант, то в ближайшее время, а здесь близко, это как минимум 6 месяцев, да, ну или 6 лет, вот этот вот промежуток, да, тут достаточно можно на большой срок смотреть, потому что карты, арканы, ну, долгоиграющие идут, да, у вас и звезда, и отшельник, это такой от 6 месяцев до 6 лет. Смотря какая у вас цель стояла изначально и смотря на какой период вы смотрите. Но вы достигнете любви и денег. Прекрасно. Вот эта вот мечта, связана она с чем может быть, да? Излечение, исцеление, возможно, даже смертельная болезнь. То есть вам просто нужно идти от этой болезни в обратном направлении. То есть вот там от болезни сердца можно уйти, от болезни позвоночника можно уплыть, а от болезни там еще какой-то можно убежать. Вот вам ваша цель встать и пойти, и от смерти своей уйти как можно дальше и идти как можно дольше. И преодолев эту смерть, стать целителем и другим людям быть образцом и лидером, быть примером для подражания и, возможно, каких-то своих даров проявления. Вот так вот почему-то я хочу сделать для этого расклада завершение. Ну и совет вам по любому пути, просто как совет карты Таро, что хотят вам посоветовать. Ну, я хочу українською сказати: не бійся. Бийся, да, то есть бийся — это дерись, не бойся, дерись, не бейся, бейся. Это решение любого вопроса конфликтом и не бояться сопротивляться, драться, где-то защищаться, а может быть где-то даже нападать. Ну вот такой вот расклад получился. Ваши ощущения и ваше настроение по поворотам на перекрестке вашей судьбы пишите, оставляйте в комментариях, и таким образом вы закрепите свое намерение достичь того или иного результата. Следующая карта — непонятки в семье, с мужчиной, какие-то интуитивные посылы, позывы, решение вопросов с родственниками. Рыбы — это еще и аспект зарождения. Видите, даже часы ударили в 12 часов. Сейчас, кстати, 12:00. Загадываете желание, когда бьют мои часы старинные. Да, и здесь даже вот котик, бастеты в 2, да, то есть можно загадать желание. Оно обязательно сбудется. Напишите, что загадала желание, пусть исполнится. А я поставлю вам сердечко. Ну, смотрите, действительно, речь идет о мужчине, настоящее, да. То есть расклад актуален и для мужчин, и для женщин, особенно для женщин, которые гадают на мужчину. Смотрите, этот король — это больше Овен, но он же и Телец. Кстати, этот король есть Телец, Дева или Козерог. Раз. Далее, давайте посмотрим, что этот мужчина у вас тут. Мужчина у вас далеко, он то тут, то там, туда-сюда, да, то есть то уедет, то приедет. То ли он дальнобойщик у вас, то ли у вас общение на дистанции, вы не знаете, что за мужчина, да.
Хороший, плохой, стоит ли с ним связываться, не стоит. Или непонятное отношение, то он приблизится, то отдалится. Ну, вот такое, знаете, как гармошечку растягиваешь, да, или качельки. Но здесь пока не качели, здесь может быть даже какая-то страсть, но непонятно, что за напасть будет с вами дальше. И посмотрим, что ждать. Да? И здесь королева мечей. Смотрите, здесь какая-то одинокая женщина, с одной стороны, на дистанции с каким-то мужчиной, который тоже может быть одиноким. И тут дистанционные отношения. И тут может быть также ситуация, где расклад актуален для женщин, которые имеют соперницу. Ну, королева мечей часто соперница. Да? Расклад для одиноких подходит, да, вдовцов, которые ищут какие-то вот отношения на дистанции, могут соперничать. Давайте посмотрим, этот человек, он агрессивно, вот эта женщина, она агрессивно настроена или нет? Просто глянем, да, как вариант. Почему-то мне захотелось такое. Ой, здесь 5 мечей, да, эта женщина может быть агрессивно настроена, поэтому она может злиться, она... Но может какую-то, давайте так, подляночку. На какую-то подляночку эта женщина может решиться. Она может злиться и на подлянку решиться. Поэтому, да, если у вас соперница, тут почему у вас соперница? Потому что здесь все-таки рыцарь жезлов. Это, знаете, как возле логова дракона, да, пролетаем. Какая-то своя цель. Поэтому здесь как минимум соперничество за мужчину. Да. Мужчина здесь достаточно не бедный или, достаточно желанный, давайте так его назовем. Давайте дальше смотреть. Мужчины, будьте осторожны с этой женщиной, она может вас заколдовать. Так выпало, да? Пятерка мечей, она может прибегнуть к своей цели, достижению своей цели путем реализации своих чар. Пятерка мечей все-таки это коварство где-то там, такое, победа путем нечестной магии, колдовства. Это, кстати, Таро ведьм, на минуточку. Давайте так. Ситуация, в принципе, ясна. То ли есть отношения на дистанции, то ли есть отношения непонятные, и, скорее всего, на дистанции непонятные, и есть соперник-соперница, да, или соперники. Есть, кстати, здесь может быть двое мужчин. Один земной и второй земной. Но один, кстати, тоже может быть и Овен-стрелец. Вот это стрельцовый мужчина, а это Овен, да? А это телец. Поэтому здесь может быть двое мужчин. Выбор между двумя мужчинами. Давайте посмотрим. Во-первых, для женщин, которые выбирают между двумя мужчинами. Вот король бубновый, а здесь император, условно говоря. Вы сами знаете, кто вам нужен. Кто вам ярче светит. Да, вот так. Кто вам больше там по судьбе? Первый. От короля, от императора или короля королей вы устали. Он вас перегружает. Этот человек достаточно тяжелый, нагружающий. Вы реально, знаете, может быть, он вас уже там задобрил всем, купил вам все. Там, я не знаю, предложил все, что мог предложить. Да, уже и собачку вам купил, и кошечку, там, и Феррари, и там самолет, и вертолет. Он вас уже перегружает, уже все бриллианты, уже не знает, что вам купить. Да? Условно говоря, не обязательно. Может, он вам купил лапти, там, балалайку, кокошники, и вы уже тоже этим обладаете и не знаете теперь, что с этим делать. Так тоже может быть, например. Да? Посмотрим теперь король... воды, да, земли, рыба, который. Но все это на дистанции, да, он вам это все дает, но чувствуется дистанция. А по королю воды вообще вы от него зависите. Здесь 8 мечей, это полная зависимость, вы не знаете, что с ним делать, как его отпустить, забыть, вы боитесь это сделать, да. И здесь перезагрузка, смотрите. С одной стороны, вас один перегружает, а второй вынуждает перезагрузить эти отношения. Обе ситуации у вас сложные. И там, и с одним вариантом, и со вторым все сложно. Да? Поэтому давайте так скажем. Давайте посмотрим, что посоветуют карты Таро по каждому конкретному направлению. Потому что здесь какая-то цель есть. Да, у вас все равно. То есть для того, чтобы достигнуть своей цели... Вот здесь вообще ситуация, где с одной стороны наплевать на все, а с другой стороны полная перезагрузка вот с этим королем должна произойти. Давайте посмотрим, как совет, что здесь делать и что здесь делать, да. И какая цель конечная у вас может быть достигнута. Вот почему-то здесь конфликтный какой-то вопрос, да. Здесь подождите, здесь могут быть новые предложения от вот этого короля, и скорее всего все наладится гораздо легче, нежели вы думаете. Да, поэтому
Но имейте в виду, этот человек будет вас и дальше подкупать, да, то есть он будет иметь над вами власть. И если вы любите быть подвластным или подвластной, вот, кстати, у тех людей, кого задолбала власть, вот здесь по первому, ну вот по этой позиции и расклад, да, если вас власть задолбала, то она вас отпустит, то есть вы сможете решить вопрос с этой властью, ну ситуация, там документы, может быть какие-то проверки, может быть, ну все, что от закона зависит, вы как бы это решите этот вопрос. Найдете средства, найдете способ. Ну и не торопитесь, здесь должно все наладиться. Что здесь делать? Здесь туз кубков. Ну и здесь тоже все наладится. Вот. Здесь очень тяжелая действительно ситуация. Какой совет? А здесь совет любить. Да? Вот здесь не торопитесь, все изменится в лучшую сторону, а здесь любите и будете любимы. Все, больше карты здесь ничего не советую такого. Да? И, кстати, по обоим направлениям возможен позитивный результат. Поэтому, если вы сейчас, ну, может быть такое, не знаете, что делать, да, вот вы не знаете, что делать, вы колеблетесь. Королева, кстати, мечей. И вы уже дошли до отчаяния и начинаете, как, знаете, как там колдовать, может быть, уже, да. Не торопитесь еще колдовать, не тратьте эту энергию колдовства. Это дорого всегда, да. Эта энергия, она дорогая сама по себе. Смотрите, будет так, как захочет женщина. Здесь Овен. И здесь Стрелец, здесь Огненный. Поэтому смотрите, в общем-то расклад, он больше к достижению цели по огню. Поэтому прислушайтесь к Императору. Прислушайтесь к вот этому мужчине, нежели к конкретному мужчине, а не к королю, который рыба. То есть вам важно выбирать путь вот здесь прагматичный, материальный, понятный, финансовый, конкретный, стабильный и надежный, но не абстрактный. Пока не нужно прибегать к магии, не торопитесь к ней прибегать. Здесь, возможно, ваши чары, именно ваши чары, женские чары или чары ведьмы или мужчины, да, они сыграют свою роль. Потому что здесь на самом деле все должно перезагрузиться, ну вот в общем раскладе, да, и все должно измениться. Поэтому здесь не стоит вам торопиться, чтобы увидеть, как хорошее на порог зайдет и хорошее на пороге случится. Вам все-таки придется противостоять. Почему-то мне так кажется, и здесь противостояние есть двух женщин. Одна женщина огня, а одна женщина воздуха. Особенно если вы относитесь к кому-то из этих женщин, да, то присмотритесь, скорее всего, у вас есть такие соперницы. И вот давайте посмотрим совет, что делать с соперником и соперницей. То есть не нужно торопиться и суетиться, а нужно на свою цель или к своей цели стремиться. Да? Судьба вам даст еще один шанс, как минимум, у вас есть шанс на успех. Паш Пентаклей, кстати. Как минимум, вообще, вы не обеднеете, и торопиться платить деньги не стоит пока что, да. То есть вот здесь вот идти ва-банк пока не надо. Это внешние силы идут на помощь, да, то есть что может помочь, кто может помочь. Здесь Паш Пентаклей, ну что-то земное, пятерка кубков, какое-то отчаяние. То есть смотрите, здесь можно активно действовать, и вам придется действовать активно на результат, только если вы доведены до отчаяния. Если вы это чувствуете, то только тогда нужно прибегать вот к этой магии активной, да, и идти, как говорится, пускаться во все тяжкие. Если отчаяния у вас пока нет, и у вас есть какой-то запал бодрости и огня, да, где вы еще располагаете своей энергией и намерения, то тогда вам стоит все-таки обратить внимание на императора, нежели на какого-то абстрактного короля бубнового или рыбу, да, а он может быть здесь ни рыба, ни мясо, да, потому что он с одной стороны рыба, а с другой стороны король бубновый это телец, это мясо, а вот он непонятен, поэтому он и ни рыба, ни мясо. Давайте посмотрим два пути отношений, с кем вы можете быть счастливым, по королю бубновому или по императору. Смотрите, вот карта счастья императора, а вот карта счастья короля бубнового. Смотрите, восьмерка силы, да, то есть
Но здесь страсть. Может ли это быть счастьем? Да, особенно если вы огненная стихия, воздушная стихия. Здесь воздух и огонь, душа и разум, да, не могут мириться. Здесь может быть счастье, если вы сможете поддерживать вот этот огонь, да, не прогорать. Что здесь с королем Бубновым? Ну, здесь 7 мечей. Мне кажется, он не до конца вам говорит правду, либо вы не до конца честны с собой в отношении с ним. То есть попробуйте вывести его на чистую воду и себе сказать правду, или поговорить по душам с этим человеком. Давайте теперь быстренько, в чем он вас обманывает, да? Ну, здесь паж кубков, это он может не совсем быть искренним в своих чувствах. Поэтому, ну, делайте выводы. Тут нужно, знаете, выводить на чистую воду этого мутного короля. Вот мне король Бубновый, он надежный вроде бы как, но мутный, да. Поэтому здесь могут быть какие-то кражи, крадники, именно вот таких эмоциональных. Он может быть беден в чувствах к вам, или вы себя будете чувствовать с этим королем как-то бедны чувствами. Ну и по императору давайте посмотрим, что здесь последняя карта на императора. Здесь 7 кубков, иллюзия. Но здесь больше всего он вас как бы колдует, околдовывает, очаровывает этот король. Ну и ваши чары с ним тоже могут иметь место быть. Поэтому у вас с этим королем как совет, да, ну, как бы иллюзия. Скорее всего, здесь все-таки этот человек создал вокруг вас такой материальный мир, что вы пребываете как в иллюзии. Мешает вам это, если это вам мешает, тогда это плохо. Если вам это не мешает, тогда для вас это хорошо. Потому что есть много людей, всю жизнь живут там в золоте, в бриллиантах, в вещах, в иллюзорном мире, в майе. Да? И эта клетка для них подходит. Это для них нормально, и, возможно, для вас это нормально. Если не чувствуете дискомфорта, все классно, император ваш. Если чувствуете дискомфорт, ну тогда поговорите с собой и с ним все-таки по душам, да, потому что тут эти подсказки тоже есть. И попробуйте, по душам и правдиво, да, где та истина в ваших отношениях, в чем она на самом деле, в материальном мире или в нечто ином. Ну и что касается вашей войны с вашей соперницей, возможно, здесь все будет хорошо, все будет по солнцу, вы можете победить, да? Главное беречь и экономить свою энергию, помнить о защите своей, да? Тут как бы вот Ра, солнце, поток пошел. Это говорит о том, что высшие силы могут защищать вас, но и ваша защита тоже должна быть осознанной и контролируемой. И да, тут ребенок тоже есть, рядом солнце. Смотрите, чтобы и ребенок, потому что здесь детские аспекты, ваш ребенок, сын или дочь, да, сын, здесь дочь, были под защитой, да, и та война, которую вы, возможно, ведете за мужчину, не летела как бы молниеотводом. Ваши дети не ставали молниеотводом, да, в этой войне. Вот такое вот почему-то пришло открытие мне из этого потока. И последнее, друзья. Вот такой вот получился как бы в будущем, да, какие дары вам придут. То есть давайте посмотрим. Вот здесь идет вроде бы как поток информации какой-то, да, вам, и вы с этим потоком работаете. Что здесь? Какая у вас ситуация, да, в этой информации? Вы смотрите, вы на новом пути, это дурак по второму кругу, но здесь Ева, она в 22-м аркане себя отображала, да и не вопрос, да, то есть вы на пороге новой жизни, по сути, и все, что вам остается делать, это учитывать прошлый опыт и не повторять свои прошлые ошибки. Да? Вы как бы очистились, освободились от всего, там, вышли на новые линии жизни, да? Провели все ритуалы, обряды и вот такие пошли вперед. Да? Как бы все посвящения прошли, там, может быть, какое-то обучение закончили и начинаете чему-то новому учиться, а дальше двигаться как не знаете. Все равно не можете решить какую-то задачу. Давайте посмотрим, что за задача такая, что вас гнетет. У меня такое ощущение, что вы пытаетесь вот здесь, да, вырваться из какого-то круга, да, или вроде бы вышли и опять на старые грабли наступили. Такое часто бывает в жизни, почему нет? А вам не дает покоя мужчина, король перьев, или мужчина водолей, близнец, или весы. Вообще, мужчина этот может быть не обязательно этих стихий, хотя здесь очень много воздуха, все-таки он больше воздушный.
Но не дает вам покоя мужчина военный, полицейский, вообще это полицейский какой-то, да, тут ведет какое-то расследование, да и вы, по сути, не знаете, что делать с мужчиной, опять на отношения, да. Ну, а здесь и про отношения. Так, кстати, вы еще можете не знать, это, кстати, государственная структура, а это документы. Не знаете, получите вы документы или нет. Посмотрим сейчас, получите, не получите. Мы же смотрим дары, вселенная обещал, что позитив будет, а вдруг не будет. Давайте смотреть. Ну, вы все получите, вы все решите эту проблему все-таки, да, решите этот вопрос с мужчиной и с документами. У меня вот здесь вот решение вопроса с мужчиной и с документами обозначает выход из сложной ситуации. На самом деле 22 дурак, да, а с другой стороны это дурак, вот эта карта, это дурак, играющий материальным миром в цикле или полимнискате, да. Ну и здесь полимнискату символизируют эти два чемоданчика. Поэтому вы на пороге переезда в новый мир. Кстати, вы на пороге решения вопроса с документами для переезда. Возможно, вы уже переехали и сейчас регулируете ситуацию с документами, да, получаете там какие-то пособия, разрешения, учитесь чему-то. Вам очень тяжело выучить, например, там, ну, язык освоить. Ну, понятно, в новом мире вам тяжело будет это сделать. Изначально особенно, там, или устроиться на работу, вы сомневаетесь, боитесь, у вас напряженное состояние. На самом деле это не всегда мужчина, это еще ваш внутренний мужчина напрягается, сокращается. Давайте посмотрим, что открывает вам новая жизнь в ближайшем будущем, да? Почему-то мне вот такой вопрос. Что вы открыли для себя? Ну, давайте так, успокойтесь, во-первых. Вы получили то, что хотели. Вы этого действительно хотели подсознательно, поэтому вы получили для себя как минимум покой, успокоение и получили повод не перестать себя винить. Вот это важно, да, то есть успокоиться. То есть что вы в результате этого перехода получили? Вы получили покой и отсутствие чувства вины. Вы себя больше можете не винить. А как же с этим дальше быть? А вот как быть, скажу я вам император по заслугам. Да? Смотрите, вам нужно как минимум простить императора, Овна и Тельца. И вы получите от этой земли, а это форма, от этого государства, то, на что рассчитываете. Не переживайте. Вы выучитесь, получите свою работу. Все получите, к чему стремитесь. Okay. Давайте посмотрим, какие задачи откроются вам, да, что вам нужно будет решить, какие вопросы вам нужно будет решить совсем скоро. Может быть, с человеком, с мужчиной, да, и у вас на пороге вообще мужчина новый, в принципе, больше. Но, может быть, опять-таки выбор между двумя мужчинами. Давайте посмотрим, какие задачи вы будете решать в ближайшее время. Первая задача – как начать с нуля. Поэтому здесь может быть свой бизнес, новые отношения. У вас вообще, если вы успокоитесь и отпустите вот эту обиду, злобу, возможно, чувство вины в себе, то структуризация, а это структуризация вашего мира, она произойдет более успешно, более эффективно. У меня такое ощущение, что вы от напряжения не можете в себя впустить дух. Или вы так зажаты, что вам дышать тяжело. Вот напишите, как, кстати, у вас с задышкой, с дыханием, с сердцем, как вы дышите, насколько легко вы дышите в той стране, в которой вы сейчас очутились, да? И вам придется решить вопрос с духом или, может быть, даже с силой воли, да, то есть вам нужно будет проявлять эту волю и ассимилировать этот дух в себе, чтобы он, ну вот, что такое ассимилировать в себе этот дух? То есть давать ему возможность себе проявляться, чтобы живым в конце концов оказаться, да, чтобы выжить и чтобы этот дух мог проявляться в вас и в новых аспектах реальности успешно реализоваться для вас. Ну, давайте смотреть, какой еще вопрос. И будете решать вопросы с финансами. Обе карты говорят о том, что вы решите успешно свой финансовый вопрос, успешно устроитесь на работу, зарплаты будет хватать, по минимуму, но будет хватать. И если вы начнете свой бизнес со временем или сейчас, можете начинать, вас ждет успех. При одном условии.
вы не вините себя. Вот эта карта ключевая на самом деле. Ну, вот эти две карты ключевых. Потому что здесь дурак по второму кругу идет, а четверка чаш – это отпускание обиды и чувства вины. Это две сестры, которые сидят внутри нас, каждого из нас. И рано или мы их полностью не можем из себя... Ну, можем вообще, но тогда нужно быть просветленным. А просветленные, они как бы за материальный обычно мир не особо так сильно там прям воюют. Да? Для них немножко другие аспекты важны. Поэтому у вас получится начать все с нуля, все заново в ближайшее время. Все ваши цели, которые вы перед собой поставите, любую цель, они начнут исполняться и достигаться, но главное в вашей жизни проявление духа, не сопротивляться. И пентаграмма с защитным оберегом для вас очень полезной в конце концов может оказаться. Все будет сбываться, главное не сопротивляться и не сомневаться. Напишите комментарий, как в вас резонирует это четверостишие духа, которое проникает внутрь вас и начинает там прорастать семенем и пускать свои корни. Как-то так даже. Но смотрите, король перьев – это, скорее всего, все-таки решение вопросов с мужчиной и с государством. Вы подсознательно ищете еще один шанс для себя в этом мире и с этим миром, как с проявлением мужчины. Давайте посмотрим. Первая карта, что-то ускорится, поэтому какая-то новость спешит к вам. И вторая карта, ускорятся изменения. Смотрите, так как было раньше, с этим государством не будет, все поменяется, и отношения ваши тоже изменятся, да, то есть произойдет, скорее всего, очищение, но вот это очищение, оно больше мне почему-то с вот этой картой идет поток, они даже вот на одной частоте вибрируют, присмотритесь, да, здесь даже вот эти все штрихи и мазки, они идут в одном каком-то своем, да, ну, вектор изображения, да, вектор вот этих частиц, которые здесь, да, они одни и те же, суммарный, да. Поэтому, смотрите, у вас все поменяется, да, и поменяется и отношение, и восприятие реальности, то есть ваша реальность полностью изменяется, и только сила духа в нем проявляется. Что это обозначает? Это говорит о том, что в новом мире и в новых отношениях вам нужно быть готовым к сопротивлению. И что это такое? А это, видите, внизу колода внизу, карта внизу. Она говорит о том, что королева перьев, вам нужно будет пользоваться своими мозгами, своим умом, своими силами, пробивать себе дорогу вперед. Пробивать себе дорогу вперед. Поэтому вам придется побороться за то, чтобы в новом мире, ну, как-то закрепиться и пустить там корни. И чем сильнее вы сопротивляетесь духу, тем больше сил вам необходимо будет тратить на то, чтобы закрепиться. Поэтому у вас, скорее всего, вот это закрепление связано с новым мужчиной проявлением. Ваше закрепление в новой реальности, ваше закрепление связано с новым мужчиной проявлением. У вас, скорее всего, появится новый партнер после какого-то периода одиночества. Воспринимайте это как какое-то дивное пророчество, но, возможно, оно вам не дивно, если оно не звучит для вас противно. Что же в конце концов поменяется? К чему подталкивает вас священный дух? Да? Давайте смотреть эти два чемодана. Куда ведут вас, в какую дверь? Первый чемодан ведет вас в новую работу, в новое обучение и в новый успех, в новые перспективы. И решение вопросов в треугольнике для вас скорее будет позитивным. Второй чемодан ведет вас к работе, успеху в бизнесе и новым заботам. Поэтому в любом случае 11, а это о том, что вы принимаете справедливое решение и, в принципе, выбрали для себя верное направление для того, чтобы свою судьбу изменить и чтобы дальше свободно, без чувства вины и обиды в новой реальности жить, любить и творить.
Искренне желаю мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас. Все буде добре, все буде світло. От побачите, на зв'язку. Па-па.